Кету в Накшатре Читре и прошлая жизнь. 14-я Накшатра Читра расположена в знаках Весы и Скорпион. Планетарный владыка – Марс. Главенствующее божество – Вишвакарман. Символы Накшатры – жемчужина, бриллиант, сияющий драгоценный камень. Энергия Читры является способность накапливать благочестие. Вишвакарман – небесный архитектор, который спроектировал всю Вселенную. Он охватывает все своим взглядом и именуется Отцом Глаза, так как руководит внутренним видением Риши. Вишвакарман создал иллюзию майя, которая поддерживает этот мир. Его творениями также являются многочисленные оружия, колесницы, дворцы, города и локи для божеств. Его дочь Санджа является женой Сурьи, Солнца. Узнав, что она не в силах выносить сияние своего мужа, он удалил у Сурьи 8-ю часть блеска и из фрагментов создал диск для Вишну, трезубец для Шивы, оружие для Куберы и копье для Сканды. Сыном Сурьи и Санджи является Яма, бог смерти и справедливости. Символика переливающегося всеми гранями драгоценного камня означает, что человек сияет в своей жизни как драгоценный камень, и окружающие считают его редкостью в своей области, потому что трудно найти кого-то похожего на него. Точно так же, как и получить драгоценный камень, который формируется под огромным давлением в течение миллионов лет. Другой символ, жемчуг, означает, что внутри человека скрыта жемчужина, и это определенный вид хорошей кармы, позволяющий человеку увеличивать запас заслуг и благочестия. Животным этой накшатры является тигрица. Женщина будет уделять все свое внимание своему детенышу и может становиться параноидальной по отношению к защите его от окружающей среды. Читра – это также кармический счетовод или небесный бухгалтер Господа Ямы, бога смерти, который ведет учет и записи всех душ. Также является хранителем хроника Акаши, где происходит строгий учет всего, что происходило, происходит или будет происходить во Вселенной. Кодекс закона кармы выражен через Читру, так как это знак великого замысла, закон, кармический отпечаток, который привел человека к тому, чтобы первому узнать истину и распространять закон среди человечества. Читра позволяет получить плоды своей благочестивой кармы, которые приходят человеку через благочестивые действия в прошлых жизнях. Человек также способен накапливать хорошую карму или заслуги в жизни и в данном воплощении. Слово «читра» также означает картину, будь то нарисованная или снятая с камеры. Читры являются отличными архитекторами, которые не только строят здания, но и превосходно строят чертежи любого плана или проекта. Они очень хороши в синтезе сложной проблемы в простое, но красивое решение. Читра – это одна из мистических звезд, и она обладает очень большой духовной глубиной. Поэтому внезапное озарение, внезапное воодушевление духовной практики и порыв осознать свою истинную духовную природу происходит с человеком. В прошлой жизни человек был харизматичным, выделялся из толпы своим сиянием и блистал в обществе. От него излучался магнетизм, был привлекательным, обладал шармом и склонен был носить одежды ярких сочных оттенков. Был упорядочен внешне, но внутри мог быть растрепан или разочарован. В жизни были как моменты сомнения или неуверенности, так и вспышки вдохновения и замечательного восприятия. Человек был гением по своей природе, имел способность абстрактно мыслить, понимать, размышлять и проектировать, что помогало ему создавать самые прекрасные и инновационные шедевры и произведения искусств, создавал образы в своем уме и делал проекты для последующих поколений. Его идеи опережали текущие тогда времена в социальном плане, и окружающие могли быть к этому еще не готовы. Человек мог стать заметным в оккультном мире и заниматься магией, ритуалами. Обладая оккультными дарами, мог создавать янтры и как духовный учитель мог оставить после себя тайную символику, образы будущему поколению для последующих возможных интерпретаций. Так как есть связь с майей, человек мог создавать иллюзию и магию в пространстве, свои вселенные, свои миры или быть иллюзионистом. Ему была приоткрыта завеса иллюзий. Человек мог быть осведомлен и информирован, у него был свой ящик Пандоры. Он мог хранить секреты и часто узнавал о скрытых вещах. Он был в нужное время, в нужном месте, чтобы узнать глубинную тайну. Человеку приходилось иметь дело с каким-либо оружием в своей жизни, которое помогало ему выигрывать сражения. Он также конструировал оружие для высшей власти. У человека был влиятельный противник в его жизни, так как у Вишвакармана были непростые отношения с Индрой. Судебные дела, конкуренция, странные проблемы с другими людьми, проблемы с собственными творениями, открытиями, которые потом из-за этого он мог уничтожить, но также мог пожертвовать собой ради своего творения. Удача приходила к нему в последнюю минуту. Человек связан был с законом и юридическими вопросами и говорил об истине. Человеческий закон, который он утверждал, имел общие принципы с космическим законом, когда истина является основой. Имел железный кулак осуждения, так как являлся помощником бога Ямы. Человек прошел через процесс жесткого перфекционизма
и ему необходимо было быть осторожным, так как он мог легко затмить других людей, что вызывало много зависти. Хотя сам человек всегда хотел быть самим собой, не думая о том, что мог вызывать много ревности к его собственным творениям со стороны особ, которые его финансировали. Человек сначала говорил, а потом думал, и мог в конечном итоге разрушить свои собственные творения. У женщины в прошлом могли быть напряженные отношения с отцом, так как ему не нравился ее избранник в связи с его изменами или понимая, что дочь несчастлива в отношениях. Человек мог быть обманут своей матерью-мачехой в пользу братьев и сестер, но в итоге, если вспомнить историю о королеве царя Кералы, которая, притворяясь умирающей, дала Аяпе поручение принести молоко тигрицы для ее спасения, уверенная в том, что его тигрица загрызет, но ребенок с молоком и верхом над тигрицей вернулся в королевство. Впоследствии открылось, что истинными родителями Аяпа был Шива и Махиня. Поэтому человеку, если бросали вызов, он всегда выигрывал, и выигрывал по-крупному. Человеку приходилось иногда идти на переговоры и выслушивать другую точку зрения, но он не был лучшим переговорщиком, потому что понимал механику чего-то тайного и знал, что все идет определенным путем. Из-за этого не всегда мог быть адаптированным и непринужденным. Он хорош был в дебатах, потому что владел стратегией и планированием. Человек держался особняком, ему нелегко было общаться с другими, но нравилось путешествовать и не оставался в том месте, где родился. В его доме присутствовала сакральная геометрия, его вещи были священны и расположены определенным образом согласно васту, что создавало для него определенный энергетический поток. Человек был независимым, и ему необходимо было личное пространство. Когда он переживал трудные времена в своей жизни или был в депрессии, раздражен, то именно в те моменты рождались его творческие проекты, которые становились впоследствии шедеврами. Человек мог хорошо разбираться в искусстве любви и владеть камасутрой, разбираться в травах и в изготовлении лекарств, и понимать аюрведу. Имел хороший аппетит и любил разнообразную пищу. У человека был прекрасный почерк. Другие могли пройти мимо человека на улице и не понять заслуги, которые он имел внутри. Это не всегда представляется через богатство, славу и другие ценности в обществе. Заслуга чего-то тайного, скрытого, что представляет истинный внутренний характер. Жемчужина, которая скрыта внутри. Важность понимания, какая ответственность присутствовала в жизни человека, когда он находился посредине пути, и от его принятого решения очень многое зависело. Человеку приходилось преодолевать себя, убирая в себе эгоизм, и жертвовать собой во благо других. Это ответственность их жемчужина внутри. Поэтому скрытые изобретения человек мог сам уничтожить, не дав их миру. У человека было желание иметь великолепных, замечательных детей. Это не ограничивалось только детьми, это могли быть великолепные творения данного человека. Когда человек следует истине, то он понимает законы и плоды, которые рождаются от него. Чудесные, они великолепны, они помогают обществу. Человеку надо было быть осторожным и иметь баланс, принимать правильное решение, которое принесет пользу всем. Поэтому человек осознавал и имел глубокое понимание, что нельзя просто производить ребенка за ребенком или создавать оружие массового уничтожения, потому что просто он это может – рождать или творить разрушения, которые могут иметь катастрофические последствия. Человек мог найти правильный баланс. Заслуги человек получал только после большой борьбы, и тогда он становился звездой и начинал ярко сиять в своей области. Кету в читре дает внутреннее осознание чего-то очень секретного и скрытого, и поэтому человек может стать блестящим изобретателем, мыслить нестандартно, обладать абстрактным умом и быть духовно просветленным. Человек изнутри может понимать механику Вселенной, обладать скрытыми изначально заложенными знаниями, может быть замаскированным и показаться похожим на Майю. Вы никогда не подумаете и не поймете, пока не поговорите, что этот человек несет в себе. Это понимание и тайные знания. Кету – это завершение, это истина, это финал, через которое проходит шестое чувство. У человека двойная энергия, и он не против, чтобы его замаскировали, спрятали. Он не будет показываться, не будет выставлять на показ свою сущность. Он не носит мантии, не делает шоу, но у него внутри есть что-то вроде драгоценного камня, который просто связан с какой-то глубинной истиной, а который часто молчит, пока окружающие его не раскроют. Доска желания – это то, чем человек может пользоваться в этой жизни. У читры она способна проявиться в реальность. Человек может создавать свои матрицы, свои виртуальные реальности. В мире сейчас создаются всевозможные устройства для хранения историй, и как в ожерелье нанизывается жемчуг, так и разные истории, люди, вещи могут записываться хранителем Акаши, чтобы после смерти воспроизвести визуальные голограммы.
Секретные материалы будут уничтожены или переданы по наследству, потому что человек может построить уникальную систему безопасности для себя и выстроить оборонительное оружие от взломов, спама и хакерских атак. Профессии. Все профессии связаны с изобретениями, инновациями, искусством и красотой. У человека есть способность пользоваться своей интуицией, поэтому также есть способность работать и в сферах оккультных наук, астрологии или стать иллюзионистом. 4 пады читры. Лев. Человек не должен гордиться своими творческими навыками и талантами в работе. Быть бескорыстным и не хвастаться. Дева. Человек обладает высокоинтеллектуальной душой. Свой огромный интеллект может использовать для выполнения многих вещей в своей жизни. Человек не должен жить в мечтах, ему надо спуститься в реальность и использовать свои навыки и таланты в этой жизни. Весы. Человек не должен включать негативное мышление в отношениях. Необходимо сосредоточиться на себе, на своей карьере. Увеличивать любовь к себе и мудрость, контролировать эмоции, тогда произойдут хорошие результаты. Скорпион. Человек обладает высокими интуитивными навыками. Может быть повышенный интерес к оккультизму и мистицизму. Необходимо научиться не удерживать ресурсы и делиться своими вещами с другими.